США полностью закрыли Панамский канал после этого события. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп решительно настроен вернуть контроль над этим важнейшим объектом. Почему Панамский канал, который соединяет Тихий и Атлантические океаны, является объектом повышенного интереса ведущих мировых держав, а также как природные катаклизмы в Панамском канале влияют на экономические отношения между разными странами, обо всем этом я расскажу вам сегодня в моем новом видео. Поехали! Панамский канал. Это искусственный судоходный канал с системой шлюзов, который соединяет Тихий и Атлантические океаны и находится в собственности Панамы. Его строительство было осуществлено по проекту США. Канал был открыт в августе 1914 года. Важность канала сопоставима с Суэцким, так как оба они являются ключевыми водными путями, способствующими международной торговле. Канал расположен через одноименный перешеек, который представляет собой узкую часть Центральной Америки. Он простирается от города Колон на Атлантическом побережье до столицы страны, города Панамы, расположенной на Тихоокеанском побережье. Протяженность Панамского канала составляет 50,7 мили, из которых 40,5 миль — это земля. В среднем для прохождения канала суда тратят от 8 до 10 часов, но с учетом времени ожидания этот процесс может занять до 25 часов. Максимальная пропускная способность канала в сутки — 36-38 судов, хотя это число зависит от ряда факторов, включая погодные условия, которые могут повлиять на уровень воды. В период с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года через канал прошло 11 240 судов, что на 20% меньше, по сравнению с аналогичным периодом 2022-2023 года, когда количество судов составило 14 080. Основной причиной сокращения стало понижение уровня воды из-за засухи. Помимо канала, рядом проходит железнодорожная линия длиной 47,5 миль и автомагистраль, что дополнительно облегчает транспортировку товаров и людей по этому важному маршруту. В свете последних новостей важность Панамского канала приобретает стратегические масштабы. Что же случилось? Заявление президента США. 20 февраля 2025 года президент США Дональд Трамп в ходе встречи с губернаторами-республиканцами заявил, что Соединенные Штаты должны вернуть себе Панамский канал. Он отметил, что Китай фактически захватил его, подчеркивая важность канала как одного из ключевых транспортных путей мирового значения, который был построен руками американцев. Еще в конце декабря 2024 года Трамп обратился к правительству Панамы с требованием снизить, как он считает, завышенные сборы за использование канала, предупредив, что в противном случае США могут настоять на возвращении канала под свой контроль. Так, стоимость прохождения судна типа новый Panamax вместимостью более 10 тысяч TEU, включая крупные нефтяные танкеры, достигает $300 тысяч. Трамп выразил обеспокоенность возможным контролем Китая над Панамским каналом и возможным присутствием китайских военных на его территории, хотя Панама опровергла эти обвинения. Управление портами на обоих концах канала осуществляется компанией Hutchison Ports PPC, дочерним предприятием гонконгской корпорации CK Hutchison Holdings, которая имеет деловые связи с Aviation Industry Corporation of China, одним из ведущих китайских производителей оборонной техники. Президент США подчеркнул, что Панамский канал крайне важен для страны как с экономической, так и с военной точки зрения. Засуха и ее последствия. Уровень воды в Панамском канале снизился из-за обмеления озера Гатун, что произошло вследствие продолжительной засухи, начавшейся в октябре 2023 года. Это явление стало одной из самых серьезных засух за последние 7 десятилетий. Существенное воздействие на ситуацию оказал также феномен Эль-Ниньо, природного явления, связанного с повышением температуры вод в экваториальной зоне Тихого океана, что усилило изменение климата в этом регионе. Обмеление Панамского канала угрожает мировой торговле, учитывая, что по нему ежегодно проходят грузы на $270 миллиардов. Уровень воды находится на 5,9 фута ниже нормы, поэтому ограничения на проход судов стали необходимыми мерами для предотвращения дальнейшего ухудшения ситуации. Панамские власти уменьшили число судов, проходящих через канал, с 36 до 24 в день, что неизбежно повлияло на графики поставок и значительно увеличило время ожидания для судоходных судов. В июле 2024 года через канал прошло всего 13 газовозов, что более чем в 2 раза меньше, чем в аналогичном месяце 2023 года. Эта ситуация отразилась и на сухогрузных перевозках. Количество судов, транспортирующих зерно и другие насыпные товары, снизилось на 35%, составив всего 129
единиц. Грузоотправители выражают разочарование тем, что панамские власти не принимают оперативных мер по решению проблемы низкого уровня воды. В Панаме не реализовывается никаких значительных инфраструктурных проектов по увеличению запасов пресной воды, написал в письме президенту Панамы гендиректор японского морского контейнерного перевозчика Ocean Network Express Holdings Джереми Никсон. Он призвал власти страны и руководство канала принять срочные меры. Панамский канал не находится на уровне моря, как Суэцкий, и заполняется пресной водой из искусственных озер, что делает его уязвимым для засухи. В обычных условиях через него проходит почти 3% мировых объемов морской торговли и 46% контейнеров, следующих из Северо-Восточной Азии на восточное побережье США. Канал является крупнейшим источником доходов Панамы, принеся в казну страны в 2022 4 миллиарда 300 миллионов долларов. Прохождение Панамского канала, особенно в период засухи, требует применения особых навыков. Но если вы попали в ДТП в Америке и не знаете, что делать дальше, куда обращаться за помощью, где найти грамотного юриста, как получить компенсацию, если у вас нет страховки. Компания ДТП Америка помогла получить компенсации на 21 миллион для своих клиентов. Здесь вам точно ответят на все интересующие вас вопросы, ссылка в описании. Поиск решения проблемы. Из-за введенных ограничений на Панамском канале судоходные компании начали искать альтернативные маршруты. Грузоотправители сталкиваются с необходимостью платить миллионы долларов, чтобы ускорить процесс прохождения судов через канал, или же вынуждены выбирать более долгие и дорогостоящие пути вокруг Африки или Южной Америки. Это вынуждает администрацию канала рассматривать варианты по устранению последствий стихии. Нам необходимо принять меры как канал, как страна, потому что ситуация неприемлема, заявил Эрик Кордоба, менеджер администрации канала, в интервью агентству. Одним из вариантов решения проблемы является строительство туннеля длиной 5 миль через гору для подачи пресной воды в озеро Гатун, которое является основным резервуаром канала. По словам Кордобы, стоимость проекта составит около 2 миллиардов долларов, а его реализация займет минимум 6 лет. Другим предложением является использование технологии сева облаков, когда в облака вносят крупные частицы соли для усиления конденсации и увеличения осадков. Однако для реализации обоих вариантов потребуется много времени, и их осуществимость не гарантирована. По мнению экспертов, несмотря на то, что к середине 2024 года, когда завершился сухой сезон, ситуация улучшилась, существует опасение, что глобальные изменения климата могут ухудшить проблему засухи, а подобные явления станут повторяться с возрастающей частотой. Экономическая значимость Панамского канала. Панамский канал значительно сокращает необходимость плавания вокруг мыса Горн, который находится на юге Южной Америки, и мыса Доброй Надежды, находящегося на юге Африки, что позволяет уменьшить время перевозки грузов и экономить топливо. С момента его строительства расстояние между восточным и западным побережьем США сократилось с 13 981 мили до 5900 миль. Время в пути из Азии в Атлантический океан снизилось с 39 до 26 дней. В числе ведущих стран, товары из которых проходят через канал, находятся США, на которые приходится 71,5% всех грузов, а также Китай и Япония. Наибольшими категориями товаров, транспортируемых по каналу, являются нефть, нефтепродукты и контейнерные грузы. Основными пунктами назначения являются порты на восточном побережье США и в Азии. За год канал пропускает около 2,5% мировой морской торговли, а также обеспечивает 40% всех контейнерных перевозок в США. Стратегическое значение канала было подчеркнуто в годы Второй мировой войны, а также Корейской войны 1950-1953 годов и войны во Вьетнаме 1955-1975 годов. После передачи канала Панаме США до сих пор сохраняют право на транзит военных судов. Тем не менее, последние годы принесли серьезные вызовы для канала, в частности, продолжительные засухи, что оказывает влияние на его работу. Хотя канал продолжает оставаться важнейшей артерией мировой торговли, его текущее состояние заставляет судоходные компании пересматривать маршруты, что может отразиться на экономике в долгосрочной перспективе. Чем грозит закрытие Панамского канала? Низкий уровень воды ставит под угрозу поставки энергоносителей, продуктов питания и потребительских товаров, так как транспортные компании вынуждены преодолевать значительные дополнительные расстояния.
Порты Панамы, Никарагуа, Эквадора, Перу, Сальвадора и Ямайки страдают от задержек в поставках, которые составляют до 25% их морской торговли. Однако последствия засухи в Центральной Америке ощущаются не только в этих странах, но и в Азии, Европе и Северной Америке. Важнейшая проблема заключается в том, что ситуация может привести к тому, что крупнейшие нефтяные танкеры будут вынуждены отказаться от использования Панамского канала, который является кратчайшим маршрутом из Атлантики в Тихий океан, и вместо этого продлевать свои маршруты на тысячи миль, обходя Африку или Южную Америку. По прогнозам ученых, если уровень воды в канале не восстановится, это усилит проблему с его пропускной способностью. В худшем случае его могут просто закрыть. Эти трудности уже привели к росту разрыва между ценами на сжиженный природный газ в Азии и Европе, а затем и в США. Америка будет вынуждена учесть эти дополнительные расходы при расчетах с покупателями в Азии или Европе. Кроме того, ситуация может осложниться, если йеменские хуситы заблокируют Суэцкий канал и два ключевых нефтяных пролива – Ормузский и Баб-эль-Мандебский. Это приведет к резкому росту цен на нефть и может стать причиной энергетического кризиса, гораздо более глубокого, чем тот, что был в 1970-х годах. Прекращение экспорта нефти из крупных стран может привести к удорожанию топлива и усилению инфляции, что в свою очередь угрожает финансовой стабильности в США, Японии и Европе. Мексика и Никарагуа потирают руки. Эти два региона могут воспользоваться возможностями, которые открываются перед ними. Мексика активно развивает свой собственный межокеанский транспортный коридор, который соединит Тихий и Атлантический океаны. Этот проект длиной 186 миль, проходящий через перешеек Теуантепек, может стать прямым конкурентом Панамскому каналу. На реализацию проекта уже инвестировано 2 миллиарда 850 миллионов долларов, и ожидается, что это значительно повлияет на экономику Мексики. Прогнозируется, что к 2028 через коридор будет проходить 300 тысяч контейнеров в год, а к 2033 этот показатель может достичь 1 миллиона 400 тысяч. Еще одним конкурентом Панамского канала может стать проект в Никарагуа. В 2012-м было подписано соглашение между правительством Даниэля Ортеги, Китаем и Россией о строительстве альтернативного канала, который соединит Тихий океан с Атлантикой. Китай должен был заняться строительством, а Россия обеспечить безопасность. Однако в 2017-м проект был приостановлен из-за протестов экологов и местных коренных народов. Сейчас проект снова привлек внимание, и Ортега уже подписал указ, разрешающий размещение российских военных баз и крылатых ракет на территории Никарагуа для гуманитарных целей. Эксперты делятся множеством мнений. Одни считают, что это скорее геополитическая провокация для отвлечения внимания США, другие уверены, что проект скоро будет возобновлен, поскольку он может существенно помочь Никарагуа в решении экономических проблем. Как канал стал принадлежать Панаме? До 1979 года Панамский канал находился под полным контролем США, а с 1979 по 1989 года его управление осуществлялось совместной Панамско-американской комиссией. Право на строительство и эксплуатацию канала США получили в 1903 по договору Хея Бюно-Варилья, подписанному государственным секретарем США Джоном Хеем и послом Панамы Филиппом Жаном Бюно-Варилья. Изначально Соединенные Штаты планировали заключить соглашение с Колумбией, частью которой тогда была Панама, однако Сенат Колумбии отклонил этот проект. В ответ США поддержали отделение Панамы, которое состоялось в ноябре этого же 1903 года, и сразу же подписали договор с панамским правительством. В рамках договора Панама получила компенсацию в размере 10 миллионов долларов, а с 1913 года США выплачивали ежегодную арендную плату, которая за 40 с небольшим лет увеличивалась с 250 тысяч до 1 миллиона 930 тысяч долларов. Тем не менее, поскольку Бюно-Варилья действовал без официального согласования с панамскими властями и уже долгое время не проживал в Панаме, вопросы о легитимности договора стали актуальными после открытия канала в 1914 году. Контроль США над зоной канала продолжал вызывать недовольство в Панаме. Эта зона включала сам канал и прилегающую территорию шириной около 5 миль с каждой стороны, за исключением городов Панама и Колон. Вопрос о национализации канала оставался в повестке дня, а в 1964 столкновения между гражданами США и панамцами, вызванные спором о праве поднимать панамский флаг в зоне канала, привели к временному разрыву дипломатических отношений. Заключение Американо-Панамского договора.
Осознавая растущее недовольство и угрозу усиления антиамериканских настроений, Вашингтон начал переговоры с Панамой о пересмотре статуса канала. В результате в сентябре 1977 года президент Панамы Омар Торихас и американский президент Джимми Картер подписали два важнейших соглашения. Договор о постоянном нейтралитете и эксплуатации Панамского канала, по которому США утратили право размещать военные объекты в зоне канала, но сохранили право на транзит военных судов. И договор о Панамском канале, который предусматривал прекращение существования зоны канала с 1 октября 1979 года и передачу полного контроля над каналом Панаме к 31 декабря 1999 года. После трагической гибели Торихаса в 1981 отношения между США и Панамой вновь ухудшились. В декабре 1989 года президент Джордж Буш-старший санкционировал военное вторжение в Панаму с целью свержения ее лидера Мануэля Нореги. Несмотря на это, в дальнейшем отношения между странами стабилизировались, и с 1999 года управление Панамским каналом перешло в руки Панамы через специально созданную государственную организацию – Администрацию Панамского канала. Ограничения на Панамском канале оказывают значительное влияние на мировую торговлю, создавая трудности в традиционных логистических схемах. Важнейшей задачей становится развитие инфраструктуры и технологий, способных минимизировать последствия таких природных катастроф. Панамский канал, являясь неотъемлемой частью глобальной торговли, требует постоянной поддержки и модернизации, чтобы успешно справляться с вызовами, которые приносит изменяющийся климат. США готовы эти вызовы принять. Как это будет происходить, покажет время. До новых встреч!